Здравствуйте. Скажите, почему здесь такая обстановка сегодня? Хорошо. Значит, народ обманулся. В 2018 году вот этот Никол Пашинян со своей группой соросовцев, сектантов, на заграничные гранты под предлогом борьбы с коррупцией захватил власть. И вот уже 2-3 года идет уничтожение Армении изнутри. Поэтому я хочу обратиться к русскому народу. Никогда не обманывайтесь на этих уличных проходимцев, на всяких Навальных и так далее. Они только уничтожают страну изнутри. Если после Горбачева, предателя, после Ельцина, Путин сумел поднять Россию с колен, Путин поднял ее Россию, и сейчас они пытаются теперь уже Россию изнутри взорвать. Если бы Путин не пришел к власти, наверное, уже и России бы не было. Союз развалился, следующий этап в программе был развал России. А армянский народ обманулся. Он пришел, не пришел, начал уничтожать Армению изнутри. Была объявлена война нашей церкви, нашей идентичности, нашей культуре, истории, семье и все такое. За это время он начал переговаривать с Алиевым. Он обещал ему: не трогай меня, дай мне время, я изнутри все подготовлю, чтобы потом сдать. Его привели на турецкие деньги для сдачи Арцаха. И так и случилось. Он уничтожил весь переговорный процесс. За 30 лет наши достижения, он так и сказал, что я начинаю с нуля. Обнулил это все. Испортил отношения с Россией. С первого дня стали жечь то, что Россия и Армения всю жизнь были союзниками. 300 лет истории, когда Россия вела 13 войн с Турцией, это же не выкинуть из истории. И всегда Россия одерживала победу, потому что все эти войны проходили по армянским территориям, которые сейчас отошли по прихоти большевиков, отошли туркам. И в российской армии каждый 10-й генерал был армянского происхождения, царской армии. Мелик, это Лазарев, Перумов, Мадатов и так далее, Лорис Меликов и так далее, все. И всегда армяне с русскими были союзниками. С приходом вот этого проходимца уличного он стал сжечь русские флаги, надо закрыть русские эти каналы, надо русские школы и так далее. То есть для того, чтобы ослабить Армению, надо и убрать российскую базу отсюда. Почему американцы здесь такое огромное посольство открыли? 1000 человек. Самое огромное посольство. Потому что им надо было вот так Кавказ захватить. А в Кавказе самые пророссийские – это армяне. Вот. И вот, значит, начал портить отношения с Россией, испортил отношения с Ираном. А с Ираном как испортил? Открыл в Израиле, 30 лет у нас нет армянского консульства, он открыл там армянское консульство, и после этого в Иране пошли митинги около армянского посольства в знак протеста. То есть испортил отношения со всеми, с Грузией, с Ираном, с Россией. Изнутри стал настраивать народ один на другого. Это старые кадры, это новые, это коррупционеры, это то все. Как народ, как изнутри уничтожать страну. Вот он все эти технологии использовал, чтобы ослабить страну, подготовить, испортив переговорный процесс, он дал возможность Азербайджану, который вкупе с Турцией, если Азербайджан, такие они смелые, там все, столько лет, они 30 лет не могли ничего сделать. Только, пусть бы напали бы 1 на 1. Нет, они с турками. Турки, значит, с собой привезли около 3-4 тысяч боевиков из Сирии, из Пакистана. Плюс здесь, во время этой войны, вся турецкая армия, начиная с министра обороны, они полностью отстранили азербайджанское военное руководство, они руководили всем процессом. Их не спецназ был здесь, во всем они руководили. Значит, маленькая Армения, маленький Карабах воевал против 90 миллионов, фактически так получается, турко-азербайджанского тандема вкупе с этими террористами. И еще, как он продержался столько дней, 44 дня, они сопротивлялись. Но этот Никол Пашинян, он предатель. Его, значит, как в свое время, в 17 году, немцы, видя, что они проигрывают Первую мировую войну, они запустили в Россию команду большевиков.
броневик. Троцкий, там, Ленин, Бухарин и так далее все. И они изнутри взорвали Россию, обещав людям, рабочим фабрики, как этим, сельчанам обещали земли и так далее. И огромную державу Россию взорвали изнутри. И из-за этого был подписан Брест-Литовский договор с немцами, который, значит, был антироссийский. Так и эти. За 30 лет. Что люди хотят сейчас добиться? Вот они тоже вот так взорвали Армению изнутри. Вот я хочу пример. Тогда тоже, я хочу, как не только армяне обманывались. Вот тогда они, немцы, видя, что не могут одержать победу, они запустили команду большевиков, которые Россию изнутри, так сказать, взорвали. Так и эти. На турецкие деньги был откуплен этот Никол Пашинян. Он с первого дня с Алиевым был в переговорах. И сказал, дай мне 2-3 года, я за это время подготовлю. Испортил переговорный процесс, ослабил наши все позиции, ослабил армию. Все генералы, которые воевали при первом, они были сняты с работы. Все военное руководство, все. Он изнутри, народ натравливал друг на друга. Его власть держалась на ненависти. Он разлагал изнутри страну. И вот результат. Значит, то есть он все сделал, чтобы подготовить, чтобы спровоцировать войну, и все сделал, чтобы мы проиграли эту войну. Так люди что хотят? Что так они люди требуют? сейчас хотят, чтобы этот Никол Пашинян убрался из власти. Сейчас он сдал Арцах, а теперь он сдает Сюник, вот эту границу, хотят турки с Азербайджаном границу. Все это было 100 лет, турки мечтали уничтожить Армению, потому что Армения для них как кость в горле. Им надо через Кавказ пройти Каспию, оттуда в Среднюю Азию и так далее. И у них в планах Великий Туран. А мы для них были как кость в горле. И вот сейчас, вот благодаря вот этому движению, что с улицы привели его к власти, они добились своего. Фактически он сейчас сдал Арцах, хорошо еще русские в последний момент зашли, хоть там какие-то крохи от Карабаха спасли. Но сейчас уже идет как бы уничтожение Армении. Сейчас он там дорогу открывает, и он сейчас сдает наши границы. Каждый день по одной деревне. То есть полностью турецкие планы он выполняет. Вот кто он такой. Внутренний предатель. Уничтожает нашу государственность изнутри. Да, он турецкий агент, я сказала. Он за деньги его подкупили. 5 миллиардов ему заплатили. Вчера министр иностранных дел Турции выступил. Что? Министр иностранных У дел. нас нет больных. Министр иностранных дел Турции Чавушоглу выступил официальным заявлением. Вот эти 2 дня, сказал, что мы поддерживаем когда Пашиняна. они видят, что мы хотим его скинуть с власти, именно Турция и Азербайджан заволновались. вмешивается в Это армянские да, они дела, говорят, ни в наши коем дела. случае, это оплот демократии и так Они далее. уже Его открыто не- заявляют. Да, потому что им не надо, чтобы его снимали. Еще план до конца. Им надо еще уничтожить и Армению. Все. А этот все выполняет, все, что они говорят. Он между деньги прочим, взял, дорогая, и он Армения боится это слова. южный щит защиты для России. Конечно, конечно. От турецкого нашествия мы Но защищаем. я говорю, мы как кость в горле А между я. Турцией и Азербайджаном. А, кстати, сам Азербайджан был организован тоже большевиками. Такой страны не было вообще. Азербайджан сегодня Была Грузия главный и Армения, враг которая России. просилась еще 200-300 лет назад царскую эту. А такой стране их звали кавказские турки. Это были просто российские земли. Так вот, Ататюрк тогда, видя, что Турция должна была быть разгромлена. И он обратился Ататюрк к большевикам, что я тоже делаю революцию, обманул. Помогите мне. А им-то плевать было один из ваших большевикам. республик. И на российские интересы. То они были одержимы манией Великой революции. И вот Ататюрк влез, и они сами, голодая в те годы, отправили 12 миллионов золотом. Фрунзе им повез. обезоружили Да. русских солдат, которые пешком вернулись в Россию, на пути всем уничтожали турки. Турки, да. В Русских общем, солдат. они тогда обманули Ататюрк. И потом уже, когда большевиками сели на переговоры, они все армянские земли отдали. Вот сейчас в Армении пытаются антироссийские настроения вводить, что вот русские сдали наши земли. А я без конца говорю, это не русские сдали. Русские 13 войн, 300 лет воевали с турками.
Армяне всегда были союзниками, потому что это большевики, которым было плевать. Это были космополиты, большевики. И я говорю, Ататюрк обманул. Даже у Ленина фраза есть, что придется пожертвовать Арменией, лишь бы в Турции произошла революция. Потому что Ленин, мать немка, а отец Тоже турок. там и еврейский. А он себя считает великорусом. У Ленина же ни одной капли не было русской крови. Ни одной. Там ни калмыцкой, ни мусульманской, ни еврейской. В общем, любые крови, только не Ладно, русские. спасибо большое. И вообще они были одержимы в Отмане. Так что вот Никол, так что русские ни в коем случае не пытайтесь там что-то переворот устроить, Навального, там все. Это тоже проходимец на заграничные гранты и хотят тоже Россию взорвать изнутри. Все. Вот посмотрите, что с Арменией сделали. И мы сейчас не можем от него избавиться. Варианта нет, он крепко сидит, потому что он боится. Он знает, что как только он подаст в отставку, он будет пожизненно сидеть или расстрелян, или вообще. Он держится за власть любой ценой. Вот в чем дело. Спасибо большое. Я продолжу.